Вы на канале «Это вкусно». Сушка ягод, фруктов и овощей – это один из вариантов заготовок на зиму. В этом видео опыт моего использования в течение года сушилки или дегидратора VTR FD550. Что я готовила в ней, как ее можно использовать, что понравилось и что не понравилось. В конце видео будут выводы, на основании которых вам легче будет решить, стоит ли покупать подобную сушилку. Дегидратор мощный, 550 Вт. Дверца держится на магнитах, они слабые. При сушке дверца не отпадет, но при переноске может. Имеет 10 поддонов для сушки и один лоток для вертикального подвешивания колбас. Можно вставлять поддоны через один, если вы сушите крупные фрукты, например, персики или сливы, разделив их на две половинки. Нагрев и вентилятор расположены внизу сушилки, теплый воздух поднимается вверх. Производитель заявляет, что максимальная загрузка с сушилки 11 кг продуктов, но на практике получается меньше. Сушилка имеет сенсорное управление, оно довольно простое. Задаете время сушки, минимальное значение 1 час, максимальное 48 часов. Отключается автоматически, это очень удобно. Цифры справа показывают, сколько прошло времени от начала сушки. Задаете нужную температуру, минимальная температура 40 градусов, хотя в инструкции заявлено 35. Максимальная 70 градусов с шагом в 5 градусов. Это широкий диапазон регулировки, который подойдет для любых продуктов. Важно! Особенность сенсоров управления такова, что по ним нужно легонько постукивать пальцем. Если будете их пытаться нажимать, будет получаться через раз, а может и реже. Дискомфорта от этого нет, просто нужно учитывать такой нюанс. Если я заполняю все 10 поддонов, то в процессе сушки меняю их местами 1-2 раза. Верхние ставлю вниз, а нижние наверх. Особого внимания заслуживают поддоны. Качественный пластик, который можно мыть в посудомоечной машине и не бояться, что он посыплется, так как это случилось с моей предыдущей сушилкой. Вот такие вяленые сливы получились у меня. Их можно просто сложить в пакет и заморозить. Так они прекрасно сохраняются не один сезон. Зимой они отлично идут в салаты, пироги, каши, а также их можно залить оливковым маслом и посыпать специями, и вы получите отличную закуску. У меня на канале есть несколько рецептов с вялеными сливами. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Очень вкусными получаются вяленые глинтвейн груши. Рецепт также можете найти на моем канале. Яблочные и грушевые чипсы вообще отличный вариант сохранить урожай. В этом году я также сушила белые грибы. И отдельная тема – это пастила. Специальных поддонов для пастилы здесь нет, но я нашла очень простой выход из положения. Несмотря на то, что в поддонах нет бортиков, я вырезала листы пергамента чуть больше, чем размер поддона, подвернула края. У меня получились бортики, и для полной уверенности я закрепила их степлером. Затем вырезала середину, и у меня получился вот такой поддон из пергамента. Смазываю его растительным маслом и выливаю смесь. Устанавливаю поддоны в сушилку и выставляю время и температуру. В процессе сушки я пару раз переставляю поддоны, меняя их местами для более равномерной сушки.
Пастила готова. Она отлично снимается с пергамента, очень пластичная. Этот пергамент я не выбрасываю, а смазываю его растительным маслом и использую повторно. У меня на канале есть много разных рецептов пастилы, так что вы можете выбрать любой по своему вкусу. Видео рецептов вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. А еще в сушилке отлично получаются мясные чипсы, джерки, кабаносы и даже колбасы. Мясные джерки после маринования я просто разложила на поддоны и высушила. Колбаски из куриного фарша при помощи кондитерского мешка также выдавливала прямо на поддоны. Все отлично держится и снимается. Получаются такие мясные деликатесы очень вкусными. Эти рецепты есть на моем канале. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылочке. Ну и, конечно же, я пробовала приготовить колбаски в оболочке и подвешивала их на специальную решетку. Получилось все отлично. Колбаски приготовились равномерно, сушились они около 12 часов. Видео скоро выйдет на моем канале, так что обязательно посмотрите. Итак, выводы. Что понравилось? Компактная, качественная, мощная сушилка. Тихо работает, можно загрузить много продуктов. Очень качественный и долговечный пластик поддонов можно мыть в посудомоечной машине. Поддон для сушки колбас. Любая температура сушки, какая может понадобиться. Таймер автоматического отключения. Можно ставить на ночь, ложиться спать и быть уверенным, что продукты не пересохнут. А также книга рецептов с температурными режимами. Что не понравилось? Верхние и нижние поддоны нужно 1-2 раза за сушку менять местами. Снизу сохнет все гораздо быстрее. Это основной минус. Непривычно работают сенсоры управления. По ним можно постукивать пальцем, а не нажимать. Слабые магниты на дверце хотелось бы помощнее. И нет возможности докупить специальные поддоны для пастилы. И выводы. Отличный дегидратор за свои деньги. Мои любимые рецепты домашних колбас смотрите в этой подборке. Понравилось сегодняшнее видео? Поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!